Это особенная складная кухня, которая работает от пауэрбанка. А это крутые надувные матрасы, которые складываются в небольшой рулон. А вот это уникальная палатка, которая легко защитит от диких животных, потому что крепится к дереву. На нашем канале много видео про стройку и ремонт, но и отдыхать тоже нужно. В этом видео я расскажу вам о том, что такое кемпинг, какое жилье в нем используется и как его лучше обустроить. А в конце видео вы узнаете о том, как можно выжить в походе без палатки. Приятного просмотра! Отдых – неотъемлемая часть жизни человека. Без него мы буквально не сможем существовать. Ежедневное нахождение в шумном городе очень сильно утомляет. И самым лучшим решением, чтобы отдохнуть от этих бетонных джунглей, будет выехать куда-нибудь на природу. А для этого отлично подойдет кемпинг. Но что это такое? Кемпинг – это не просто отдых на природе. Это буквально приключение, полное вдохновения. Когда ты покидаешь городскую суету и направляешься к свежему воздуху лесов или живописным берегам озер, ты погружаешься в мир, где каждый момент наполнен новыми открытиями. Примерно так я ощущаю себя, когда начинаю думать об отпуске. Вообще, кемпинг по своей сути – это небольшой лагерь на свежем воздухе. Создан он специально, чтобы наслаждаться природой в ее первозданном виде. И сегодня я расскажу вам о крутых изобретениях, которые будут полезны для кемпинга. Открывать наш список будут набирающие популярность среди любителей природы палатки. Tree Tents – это новый вид переносного жилья, который размещается прямо на деревьях. А самое интересное то, как и почему появилось это изобретение. Еще 22 года назад палатку изобрел нидерландский инженер специально для группы экоактивистов. В то время власти активно занимались вырубкой лесов. Естественно, зоозащитники и другие активисты были против этого. Они нашли особенный выход. Экоактивисты привязывали палатки к деревьям и буквально жили на них. Естественно, рубить ветку, на которой сидит человек, никто не будет. Так что на время они смогли отвоевать свой лес. Спустя несколько лет идея о таких палатках добралась до туристических компаний. Одна из них и создала Tree Tent. Вам может показаться, что такие палатки очень маленькие, но на деле они могут вместить 2 взрослых человек и 2 детей. Ну а самое главное для любого путешественника – в палатку не смогут забраться дикие звери. Конечно, от каких-нибудь змей и грызунов, которые легко залезают на деревья, такое жилище не спасет, но от того же кабана – запросто. Но есть еще более удобное жилье, которое можно доставить куда угодно. И их изготавливает производственное объединение «Система». Компания занимается быстровозводимыми модульными зданиями. Их главное преимущество в том, что доставить такой дом могут в любое место при помощи грузового транспорта, а собирается оно в кратчайшие сроки. Вам могут изготовить как небольшие кемпинговые домики, так и огромные складские помещения. На выбор предлагаются самые разные модули, начиная от небольших офисных блоков и заканчивая сложными техническими сооружениями. Компания использует свои собственные патенты и наработки в работе, чем давно зарекомендовала себя на рынке как качественного подрядчика. К тому же, благодаря этому достигается наивысшее качество возводимых зданий. Подробнее про ПО-система вы можете узнать по ссылке в описании. Вообще, палаток бывает очень много. Они разнообразны по форме, размеру, материалу и назначению. И весь этот широкий ассортимент обусловлен тем, что условий эксплуатации палаток очень много. В зависимости от нужд и предпочтений путешественников и нужно выбирать себе палатку. Самая популярная форма для походного жилья – это купольная. Дело тут в том, что она обеспечивает отличную устойчивость к ветру и осадкам, а также она очень проста в установке. Благодаря купольной форме производители научились делать самосборные палатки. Их буквально достаточно достать из чехла, но не будем заострять на этом внимание. Выбирать палатку нужно по сезону, в котором вы хотите ее использовать. Есть легкие и компактные трехсезонные варианты. Они отлично подходят для теплого времени года и летних походов. Обычно такие палатки имеют специальные москитные сетки для вентиляции и небольшой вес, что делает их удобными для переноски. В то время как 4-сезонные модели предназначены для эксплуатации в более суровых климатических условиях, с улучшенной защитой от холода и снега. Есть варианты и для любителей путешествовать на машине. Существует много популярных автомобильных палаток, которые просто крепятся на крыше транспортного средства. Установить такое походное жилье можно за несколько минут, а благодаря тому, что у вас под рукой стоит автомобиль, вы всегда имеете доступ к повышенному комфорту. Если вы все-таки решили устроить кемпинг зимой, то нужно задуматься над обеспечением тепла. Если на себя можно надеть разную одежду, даже с подогревом, то как быть с палатками? Их ведь тоже нужно обогревать.
Тут на помощь приходят печки-буржуйки. На самом деле на рынке огромное количество предложений специализированных печей, а многие делают их даже самостоятельно, своими руками. Стоимость печки-буржуйки будет где-то в районе 30-40 тысяч рублей. Но, как мне кажется, такая цена оправдана за хорошие экземпляры. Вы же не хотите сгореть заживо в вашей палатке. Значит, требуется хороший теплоизолированный дымоход, а также герметичная конструкция. При выборе буржуйки смотрите именно на эти параметры, так как зачастую они самые важные. Есть еще одно очень интересное и полезное каждому человеку изобретение. Оно называется бампер-дампер. Причудливое название, правда? Так вот, это специальное приспособление, похожее на классическое сиденье для унитаза. Оно может крепиться к бамперу автомобиля или к специальному баку. Бампер-дампер позволяет крепить обычные целлофановые пакеты, чтобы легко устранять нечистоты. По сути, вы можете на природе организовать себе полноценный туалет с условиями. Не хуже домашних. А ведь это частая проблема, которая встречается на кемпингах. О ней стараются особо не говорить, так как она приносит достаточно много неудобств. Особенно это касается женщин из-за их физиологических особенностей. Так что если ваша супруга и дети не хотят ехать на кемпинг только из-за того, что там нет нужных им удобств, то у вас есть выход. А в совокупности с палатками, которые крепятся на крышу автомобилей, можно получить полноценный многокомнатный дом прямо на кемпинге. А еще вы можете устроить раздельный санузел в своей лесной квартире. Все мы любим принимать душ, а сделать это на природе так, чтобы никто ничего не увидел, достаточно проблематично. Но если у вас есть машина, то и выход всегда найдется. Например, вы можете установить вот такое изобретение. Это складной тент, который можно использовать для организации приватного пространства, например, для раздевалки на пляже или для создания полноценного душа. Вы только посмотрите, как легко и просто он складывается и раскладывается. Все, что нужно, это закрепить приспособление на крышу вашего авто, а после одной рукой разложить его. На это потребуется всего пара минут. К слову, чтобы сложить его, много времени также не потребуется. А эта странная штуковина вовсе не музыкальный инструмент, как могли подумать некоторые. Это изобретение специально для походов и кемпингов под названием Mars Players. Это буквально переносная кухня, на которой вы с легкостью можете приготовить все, что вам нужно. Отлично подойдет для создания кемпинга мечты. Здесь есть подогрев не только для кастрюль и сковородок, но даже для стаканов. Так что вам не придется заваривать целый чайник чая или кофе, чтобы насладиться именно свежим воздухом. Помимо этого, у приспособления есть особая гриль-сковорода. Можно с легкостью пожарить мясо, если вы, допустим, пошли на охоту. Кстати, работает эта кухня от обычного пауэрбанка. А что самое интересное, она очень круто складывается, так что ее с легкостью может переносить взрослый человек. В любом походе и кемпинге хочется проводить время в постели с большим удовольствием. Так что в своем кемпинге я бы организовал лучшую спальню, которая только возможно. И сделал бы я это при помощи очень интересных надувных матрасов. Это особенные матрасы под названием Axole. Их фишка в том, что в сложенном состоянии они похожи скорее на полотенце, а в разложенном состоянии такой сверток превращается в полноценное спальное место для одного человека. А если вы путешествуете вместе со своей второй половинкой или у вас всего одна двухместная палатка, то и тут эти особенные матрасы придут на помощь. Их можно легко скрепить между собой, благодаря чему образуется полноценное двуспальное место. При желании так их можно скреплять сколько угодно. А самая главная фишка этих матрасов заключается в том, что они правильной анатомической формы. То есть вам будет очень удобно на них спать. В него сразу встроена широкая и приятная подушка, так что вам не придется брать ее с собой. А особенные водонепроницаемые и прочные материалы защитят от возможных пробоин и намокания. В общем, это незаменимая для кемпинга вещь. Ну вот мы с вами и составили основные комнаты в нашем кемпинге. Есть и раздельный санузел, и спальня, и кухня. В палатке есть отопление при помощи буржуйки. Осталось только обустроить гостиную. А сделать это проще простого при помощи специальной мебели. А вы когда-нибудь видели, как выглядят переносные походные столы в разобранном состоянии? Лично я просто поражен, как сильно могут раскладываться некоторые из них. Из небольшого чемоданчика может получиться полноценный обеденный стол для семьи из 6 человек. К тому же во многие из них встраивают кухонные принадлежности. Вообще, походные складные столы – это уже давно всем известная тема. На рынке очень много вариантов. От самых простых вариантов на пару человек до столов для бир-понга. В общем, вы точно сможете найти нужный вам вариант.
Раз уж мы составляем палатку мечты, в которой будет много комнат, санузел и даже печь, то надо задуматься и над электричеством. Чтобы добыть его в условиях похода, потребуется потратить уйму времени и сил, если вы не воспользуетесь специальными солнечными панелями. На рынке есть огромное множество панелей под самые разные нужды. Есть переносные варианты для зарядки телефонов, есть более мощные экземпляры, которые смогут питать ноутбук, а есть полноценные солнечные панели, которые устанавливаются на крышу дома. Конечно, такой вариант нам не подойдет, так как он очень громоздкий и тяжелый. Лучше всего воспользоваться портативными и легкими солнечными панелями. Их можно легко разместить снаружи на палатке, а всю электрику подключить уже внутри. Так вы получите отличную возможность заряжать все ваши гаджеты, фонарики и другие электрические приборы. Кстати, для жилья можно использовать не только палатки. Например, во многих уже давно существующих кемпингах организаторы начали строить домики и облагораживать территорию. Там организуются специальные места интереса, где гости могут скрасить свой досуг. Например, волейбольные площадки или прокат спортинвентаря. А домики в таких туристических кемпингах небольшие и очень простые. В них есть все самое необходимое, но без излишеств. Но наиболее матерые кемперы предпочитают обходиться без палаток и готовых домиков. Они буквально не берут с собой переносного жилья. Такие заядлые любители кемпинга обожают сталкиваться с трудностями и решать их. И в качестве жилья они используют то, что сами сделают. Например, самые классические шалаши. На самом деле сделать шалаш для одного человека очень просто. Нужно лишь знать, какие стройматериалы, которые у вас всегда под рукой, подойдут именно вам. Опытные путешественники справляются с этой задачей в течение часа. И я хочу отметить, что своя романтика в этом процессе точно есть. Есть еще более интересные люди. Они не то что используют шалаш, который можно легко построить из подручных средств. Они строят полноценную землянку. Но что это такое? Землянка — это, грубо говоря, дом, который закопан наполовину под землю. Еще в древности люди часто так делали, чтобы уменьшить расход на стройматериалы. Я хочу выразить огромное уважение тем людям, которые организуют кемпинги с землянками, так как их труд очень сложен. Ведь сначала нужно вырыть огромную яму, укрепить в ней стены, а лучше всего закрыть их, например, деревом. Потом нужно сделать водонепроницаемую крышу. Про вход и двери я вообще молчу. И что самое сложное, все это должно быть прочным, герметичным и удобным. Чтобы построить качественную землянку, потребуется работать в несколько рук. Помимо этого, времени на весь процесс уйдет очень много. Поэтому меня и восхищают люди, которые сами строят такие сооружения. Вообще, все те интересные предметы для палаток, о которых я говорил ранее, отлично впишутся и в землянки, и в шалаши. Но для этих сооружений у меня есть свои интересные идеи. Например, для того, чтобы защититься от дождя и ветра в таких постройках, можно использовать стретч-пленку. Этот материал полностью влагозащищенный, поэтому он никогда не пропустит воду. К тому же рулон такой пленки очень легкий, и хватит ее не на один домик. Поэтому я настоятельно советую, если вы хотите строить жилье на кемпинге самостоятельно, берите с собой стретч-пленку, ведь она очень серьезно поможет вам. Помимо этого, и в шалашах, и в землянках вы столкнетесь с проблемой нехватки света. Если палатки еще худо-бедно пропускают солнечный свет, так что внутри все видно, то в других сооружениях будет кромешная тьма. Так что я настоятельно советую приобрести несколько фонариков и лампочек, которые работают от пауэрбанка. А если вы установите аккумуляторы и солнечные панели на крышу вашего домика, то свет у вас будет хоть круглыми сутками. А еще я настоятельно советую не использовать классические для палатки спальные мешки и матрасы. Дело в том, что, например, в землянке пол будет всегда мокрым. В это же время палатка полностью гидроизолирована с дна. Так что ваше спальное место в таком жилье точно будет влажным, а спать в нем опасно для здоровья. Я советую использовать специальную складную кровать. Они очень легкие, не занимают много места, а главное, легко защитят вас от непогоды. И, как мне кажется, это просто незаменимая вещь в шалашах и землянках. В этом видео вы узнали о том, как можно легко организовать кемпинг и какие интересные изобретения для него существуют. Спасибо за просмотр.